Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и сегодня я подготовила для вас видео, которое вы меня просили, это подборку ужинов для похудения. При этом я постаралась подобрать рецепты так, чтобы эти блюда не были пресными, чтобы, съев такой ужин, вы не были голодными, но при этом ваше похудение успешно продолжалось. Перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, і нажать на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. А також нагадую, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою, тому обов'язково приєднуйтесь. А також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал, щоб не пропустити ще більше корисної та цікавої інформації. Итак, для первого рецепта нам понадобится цветная капуста, отделяем от нее листья, и далее нам понадобится от нее только 200 грамм, то есть не вся она. Я сразу же разрезаю ее на соцветия. Далее нам необходимо будет ее измельчить, это можно будет сделать с помощью терки, но тогда не нарезайте ее на кусочки, удобнее это будет делать, если она будет целой. Ну а я буду использовать измельчитель, потому что это в 10 раз быстрее и проще. На весь процесс у меня сейчас уйдет около 10 секунд. Натирать ее, конечно, придется подольше. Вот такой она у нас должна получиться, и теперь пока отставляем ее в сторонку. Берем 2 куриных яйца, перемешиваем их в мисочке, с помощью венчика слегка взбиваем до однородности. Сковородку разогреваем, добавляем немного масла и теперь отправляем на нее цветную капусту. Помешивая, готовим ее на огне чуть больше среднего. Далее добавляем 100 грамм замороженного зеленого горошка. И продолжаем готовить, помешивая, чтобы овощи не пригорали, при этом чтобы горошек разморозился. На это уйдет около 5 минут. Можно также накрыть крышкой и просто готовить на небольшом огне. Теперь добавляем 2 яйца и постоянно помешивая готовим еще максимум 1 минуту. Яйцо очень быстро схватывается, и у нас получается вот такая вот яичница с цветной капустой и горошком. Можно в конце также по желанию добавить немного сыра. Подсаливаю я тоже в конце, можно добавить еще специи по вкусу. Лично мне такой вариант ужина очень нравится. Для следующего рецепта нам понадобится капуста, желательно 2 видов. У меня это краснокочанная и белокочанная, но в принципе можно использовать и просто один какой-то из них. Если берете 2 вида, то берем по 200 грамм каждый, если одного вида, то в целом 400 грамм. Необходимо ее тонко нашинковать вручную, либо с помощью специального ножа. У меня капуста 2 видов, поэтому здесь 200 грамм краснокочанной и 200 грамм обыкновенной. Также понадобится 100 грамм тертой моркови. Овощи перемешиваем между собой. Я также добавила немного соли для того, чтобы капуста у меня немного размякла, так как она жестковата. Если у вас молодая капуста, то можно этого заранее не делать, а подсолить уже в конце при подаче. Приготовим заправку. Здесь 50 грамм сметаны 15% жирности. Добавляю к ней 1 чайную ложку американской горчицы. Мне нравится для заправки именно такая, так как она не острая и наоборот даже более сладковата. С ней соусы получаются вкуснее. Заправляем в нее салат и перемешиваем. Тут все как обычно. Вообще по классическому варианту в этот салат еще идет майонез, но я пробовала готовить и с ним, и без него. И вариант без него получается не менее вкусным, в принципе практически точно такой же на вкус, но при этом, конечно же, полезнее, поэтому советую использовать только сметану. Тут я в конце вспомнила, что еще не добавила кукурузу, здесь ее 100 грамм. Кстати, ее я не всегда добавляю, и с ней и без нее тоже очень вкусно. Дополнить салатик в этот раз я хочу куриным филе, запеченным в аэрогриле. Я просто посыпаю его солью и специями с обеих сторон и больше ничем не смазываю, выпекаю около 20 минут, переворачивая в процессе. И, кстати, этот рецепт у меня рассчитан на 2 порции, соответственно, и салата, и куриного филе. С таким салатиком здорово сочетается не только мясо, но и рыба. В принципе, он универсален. И вот особенно зимой я очень часто его готовлю, так как все ингредиенты для него вполне доступны.
Ну а для следующего рецепта в первую очередь я возьму перец. У меня 2 красных, но можно взять и 1 просто крупный. Его нам необходимо будет нарезать тонкой соломкой. Также еще 1 перец я взяла желтого цвета. Люблю я сочетать их разных цветов, тогда блюдо выглядит, конечно, более аппетитнее. Я еще хотела добавить зеленый перец, но его в магазине в этот раз не было, поэтому ограничиться пришлось только 2. Также понадобится фиолетовый лук. Его нарезаем сначала пополам, а потом перьями. Разогреваем сковородку, добавляем 2 столовые ложки масла и сначала обжариваем лук до мягкости, помешивая несколько минут, затем добавляем к нему перец и продолжаем, помешивая, готовить на огне чуть больше среднего, пока перцы у нас не станут мягкими. Заранее я сварила куриную грудку, здесь где-то грамм 300, и теперь разделяю ее на волокна. Можно просто порезать, но мне так как-то больше нравится. Теперь добавляем ее к перцам и также хорошенько перемешиваем между собой. Грудку я уже посолила, когда она у меня варилась. Добавляем 200 мл томатного пюре. Соль я не буду сейчас добавлять к овощам, но добавляю специи. Здесь сушеный чеснок, паприка, орегано и тмин. Специй можно добавить побольше, чтобы блюдо у нас было вкуснее и ароматнее. Перемешиваем, накрываем крышкой, готовим на среднем огне еще пару минут, чтобы все хорошенько пропиталось ароматом специй. Подаем как самостоятельное блюдо на ужин, либо же дополняем гарниром. Ну и, друзья, напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые меню для похудения на моем сайте olyapins.com. Есть разные варианты для разных вариантов калорийности. В общем, ссылочку оставляю для вас в описании под видео. Кому интересно, можете переходить по ней и выбрать себе меню на свой вкус. Для следующего рецепта нам понадобится цукини, либо же обычный кабачок. Этого не особо важно. Цукини немного пожестче, поэтому мне больше нравится использовать его. Его нам необходимо будет нарезать тонкой соломкой, вот таким образом, как я это делаю на видео. Либо же можно воспользоваться специальной овощерезкой, если она у вас есть. Это блюдо у нас на 1 порцию, и всего у меня вес кабачка 250 грамм. Вот такая соломка у нас получилась. Далее возьмем 100 грамм черри, их нарезаем пополам, если они у вас маленькие, либо же если они крупнее, то нарезаем на четвертинки. Еще нам понадобится пару зубчиков чеснока, их просто мелко нарезаем. Разогреваем сковородку, добавляем на нее немного масла и обжариваем 100 грамм креветок. У меня они уже чищенные и уже вареные, поэтому я это делаю буквально пару минут. Как только они слегка подзолотятся, добавляю к ним чеснок, обжариваю пару минут. Как только чувствую сильный запах чеснока, то добавляю уже сюда цукини. Готовим, помешивая, чтобы креветки у нас не подгорели, но при этом цукини быстренько приготовился и стал мягким. На это уйдет буквально несколько минут. Как видите, он уже мягкий, как лапша, и теперь я добавляю сюда черри. Продолжаю готовить, помешивая. В процессе добавляем немного соли и перец. Можно еще по вкусу добавить какие-нибудь специи, например, итальянские травы. Добавляю 50 мл сливок 10% жирности. Перемешиваю, накрываю крышкой, готовлю на среднем огне еще буквально 2-3 минуты. Блюдо получается очень вкусным и отлично подходит для похудения. Ну а для следующего рецепта нам понадобится 200 грамм фарша. У меня он из телятины, можно использовать фарш и из другого мяса, например, из курицы. Также нам понадобится 50 грамм сметаны 15% жирности, к ней выдавливаем пару зубчиков чеснока, добавляем еще сушеный чеснок, немного соли и итальянские травы.
Перемешиваем. У нас получился очень вкусный соус. Кстати, для заправки салатов он тоже отлично подходит, но мы сейчас будем готовить другое блюдо. Нам понадобится капуста. У меня в данном случае была молодая капуста, так как это видео я снимала еще летом. Но можно взять и обыкновенную белокочанную капусту, она тоже отлично подойдет. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Вот так вот в ряд. В общем, капуста у нас как будто бы нарезана стейками толщиной примерно 2-3 сантиметра. Смазываем их небольшим количеством растопленного сливочного масла и посыпаем солью. В фаршу я тоже добавила немного соли и перемешиваю. Теперь на каждый из кусочков капусты выкладываем фарш, примерно где-то 30 грамм на один кружочек. Сверху смазываем соусом. Далее выкладываем ломтиками нарезанный помидор, либо какие-нибудь еще другие овощи на ваш вкус. Посыпаем сверху перцем и специями и последним слоем кладем тертый сыр. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно полчаса. Так как мясо мы выкладывали тонким слоем, этого будет достаточно, чтобы оно приготовилось. И такое блюдо можно дополнить либо же гарниром, либо же взять несколько таких стейков, и это будет вполне сытный ужин. Далее приготовим запеченные овощи. Здесь у меня 100 грамм шампиньонов. И, кстати, этот рецепт у меня уже будет рассчитан на 2 порции. Так что, если готовите на одного, делите все пополам. Также нам понадобится кабачок. Берите один целый. У меня довольно крупный. Можно, кстати, использовать и замороженные овощи. Далее перчик. Его тоже нарезаем кубиками. В принципе, мы все овощи нарезаем кусочками примерно одинакового размера. Также половинка лука, кстати, да, с размером я все-таки неверно сказала, лук мы нарезаем кусочками поменьше, вот такими перышками. Также пару зубчиков чеснока для аромата. Смешиваем все овощи между собой, противень застилаем пергаментом, выкладываем сверху овощи равномерным слоем, посыпаем их солью, специями. Специи добавляйте побольше, чтобы было еще вкуснее, у меня это итальянские травы. Также сверху добавляем немного масла, очень удобно это делать с помощью распылителя. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 45 минут, и овощи готовы. Дополняем каким-нибудь белковым блюдом, мясом или же рыбой, но вот конкретно этот вариант я показывала в предыдущем видео. Для следующего рецепта возьмем небольшой кусочек капусты, здесь ее примерно 200 грамм, ее необходимо будет нарезать кубиками, то есть сильно мелко не нужно. Идеально подойдет молодая капуста, но даже если у вас обычная белокочанная и довольно жесткая, как у меня, тоже не беда, тоже подойдет. Отправляем ее в миску, и я сейчас к ней добавляю сразу же соль и немного перца, и немножко пожму ее руками, чтобы она от соли пустила сок и стала помягче, потому что она жестковата. Если у вас молодая капуста, можно этого не делать. Также нам понадобится половинка одного авокадо. Кстати, салатик этот мы сейчас готовим на одну порцию на одного человека. Авокадо нарезаем кубиками. Ну а теперь приготовим заправку. 2 зубчика чеснока, пучок кинзы, 15 грамм кешью, 1 чайная ложка оливкового масла и 1 чайная ложка лимонного сока. Все перемешиваем, и вот такая у нас ароматная и вкусная заправка получилась. К капусте добавляем авокадо, заправку и все хорошенько перемешиваем. Мне нравится такой вариант салатика, потому что он довольно быстро готовится и при этом он довольно сытный. К нему я добавила запеченную рыбу, но, кстати, если у меня нет времени готовить, я еще добавляю к нему вареные яйца, прямо в салат нарезаю их, и тоже получается очень вкусно и сытно. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.